Сейчас. Добрый вечер, друзья. Небольшая у нас заминка была со звуком. Сейчас все исправили. Сегодня у нас очередной стрим. В гостях Гусаченко Андрей Валентинович, крупный специалист по моделированию из бумаги. Для многих это очень неизведанная тема. Кто-то, может быть, что-то пробовал делать из бумаги когда-то, кто-то профессионально этим занимается. Но, тем не менее, сегодня у нас есть возможность пообщаться с мастером, задать у него вопросы, посмотреть на его модели, послушать комментарии и так далее. Добрый вечер, Андрей. Всех приветствую с праздниками Пасхи. Всем здрасте. Как вы проводите это непростое время с самоизоляцией, связанной с коронавирусом? Что у вас там происходит? Как во всем мире, стараемся придерживаться, кто из дома не выходить, кто поменьше посещать всякие вот общественные места. В общем, кому как. Стараемся придерживаться, чтобы было все. Здоровье важнее всего. Сейчас потестим стримик, что у нас там, все ли хорошо. Да, видео у нас идет. Как там звук? Со звуком тоже все нормально. Ребят, сегодня в самом начале уже демонстрируем вам одно из фото. Это фото взял я на стене ВКонтакте у Андрея. На нем изображены два широко известных гонщика, великих гонщика, о противостоянии которых много ходит и легенд, и даже сняли фильмы. Андрей, кто это у нас на фото? Ники Лауда и Джеймс Хант. Джеймс Хант. И их автомобили. Феррари и Маклауд. И Макларен, по-моему, 23-й, если не ошибаюсь, был. У Ханта и Феррари 312 Лауда. Вот, модели выполнены из бумаги в 35-м масштабе. Как раз автор перед вами. Андрей, давайте, наверное, диалог начнем с того, что немножко расскажете о том, что вообще такое бумага, почему бумага, вот, как все это началось. Я знаю прекрасно, что ты делаешь много моделей не только из бумаги, а из пластика. Вот, качество тоже у них высокое, но основное направление — это бумажное моделирование. Почему бумага? Что расскажешь нам об этом? Почему бумага? Ну, для меня это как бы проще. Во-первых, как сказать, я даже немножко замешкал. Легко достать, с интернета выкройки очень легко скачать, очень много бесплатных моделей. Ну, так как пиратить это нехорошо, есть очень много. Вот в данном случае эти модели, мне кажется, бесплатные были на сайтах, доступ очень широкий. Вот. И, ну, вот как бы меньше материалов. Бумага интересна еще, чем с нее можно практически все сделать. Да, с интернета выкройки. Потом не надо много химии. Вот если уже начинаешь заниматься пластиком, там всякие шпаклевки, краски туда-сюда, а бумага уже все покрашено, вырезал, склеил. Да, иногда, конечно, приходится, допустим, ну, торцы подкрашивать, это чтобы уже более красиво выглядела модель, потому что, ну, когда, допустим, на модели белые полосы, вот там, где детали состыкуются, это, ну, как бы оно, ну, тоже разные школы, вот, допустим, если я не ошибаюсь, западные страны, то у них это нормально, если белые полосы. У нас уже, допустим, ну, вот Россия, Украина, там, славяне, будем так говорить, у нас уже надо как бы подкрашивать края. Оно, ну, немножко более красивее смотрится, просто-напросто. Точно так же, вот, когда пластиком кто занимается пластиком, все прекрасно знают, сколько это грязи, пыли, все эти химия, вонь, все. Бумага вырезал, склеил, поставил на полочку и наслаждайся, так сказать, сделанным трудом. Извини, перебью, Андрей, расскажу про свою практику, когда я только начал заниматься бумажным моделированием. Кстати, с него все началось. Это был Ил-2 в 32-м масштабе. Не помню производителя, такая большая коробка твердая.
Вот, в 32-м масштабе там был Илюха. Первый я запорол, вот, мне сразу подарили второй, так как очень просил. И вот по поводу пыли, тут был свой нюанс. Я пальцы, которые, естественно, мазал по неопытности в клей ПВА, все вытирал об штаны. Мама очень сильно ругалась, ну ничего, потом. Кстати, тоже вот, я, Миша, перебил. Кстати, почему тоже еще бумага? Да, здесь как бы нет права на ошибку, но вот, допустим, в пластике там, ладно, ошибся, что-то можно подшпаклевать, подштукатурить, закрасил и ничего не видно. В бумаге, да, вот как бы нету права на ошибку, но если это, допустим, бесплатная модель или, ну, уже, коль на то пошло спиратил, ну, как я называю, да, вот с сайта стянул эту модель, всегда можно распечатать по новой. И вот иногда бывает даже, я если хочу сделать более объемную модель, и, кстати, я даже всегда распечатаю в 2 экземплярах, в 2-3 экземплярах сразу, чтобы, ну, запорол, выбросил новую, вырезал детали и приклеил. Конечно, это редко бывает, ну, иногда бывает. А для объема иногда приходится даже и по 5 экземпляров делать детали. Ну, чтобы сделать, ну, как бы объем тот, который хочешь объем. Иногда вот приходится, ну, как сказать, объема недостаточно, потому что в основном здесь это все часто используют рисованные, ну, как бы игра света-тени и в рисунках, и объема недостаточно. Поэтому приходится иногда тонкие детали, допустим, там какие-то ребра, жесткости, либо еще что-то, вырезать отдельно, наклеивать, и потом уже, допустим, можно красить вот таким образом. То есть деталь, она, прошу прощения, бумага, она лично для меня дает исправлять ошибки. Вот, как для меня. Ну и немножко как бы проще. Вот даже сказать, все, кто занимается пластиком, объем даже для хранить те же самые модели. Ну вот, принес, купил в магазине, принес, это уже надо где-то положить. У меня все это хранится в компьютере. И я вот, допустим, заканчиваю, подходит у меня какая-то модель к завершению, все, я пошел рыться по компьютеру, день, два, куда у меня, так сказать, душа ляжет, на какую модель. И это у меня, ну, очень, если вот представить, допустим, в пластике эти модели, то мне кажется, это, наверное, коробочками надо полностью комнату заставить, заложить, и туда еще надо пробраться, чтобы это все перебрать. У меня под настроение. Хочу, допустим, авиация, я захожу в раздел авиации, в общем, вот таким образом. То есть удобство в сборке, хранении, вот таким образом. Ну, может быть, не знаю, правильно рассказал, неправильно, все отлично. Поняли, не поняли. Андрей, у нас уже смотрит достаточное количество людей, все передают привет, здороваются. К вопросу о печати моделей, так сказать, самодельному печатанию, так сказать, в домашних условиях, ну или в условиях близлежащей полиграфии из файлов, которые скачаны из интернета, мы еще вернемся. Есть у меня отдельный вопрос на этот счет. Что, например, вы советовали для начинающих? Где, например, можно увидеть эти наборы, где скачать или прокупить, наверное? Для начинающих, значит, тот, кто просто вот хочет попробовать мое, не мое, значит, есть такой сайт Canon. Ну, вот принтеры Canon, да, там вот, как их еще. У них там есть своя страничка, там, где у них есть развертки, где можно вытянуть эти бумажные модели. Там можно сказать, от детских, там зверушки разные, птички, рыбки, всякое такое, до довольно-таки простой техники. Автомобильчики, кораблики, самолетики, довольно простые. То есть вот попробовать, мое это или не мое.
ну, я просто не хочу рекламировать очень много сайтов, где эти выкройки все есть, но просто-напросто я не хочу рекламировать пиратство. Я понял. Андрей, у нас вопрос интересный. Я перебью. Если очень нужно, допустим, в личке, я всегда, допустим, скину этот сайт, ну, ВКонтакте. Личка, контакт, Гусаченко Андрей. Да. Вот. А просто в эфире я, ну, извините, я не буду рекламировать. Я понял. Андрей, у нас интересный вопрос в чате от Лиги стендового моделирования. Спрашивают: Андрей, знаете ли вы, есть ли клубы стендового моделирования в Украине для детей и взрослых? И есть ли клубы или какие-либо другие объединения по сборке моделей из бумаги и картона в Украине? Честно говоря, ну, по идее, они должны быть, но, конкретно, честно применительно говоря, к вашему городу. Есть что-нибудь? По-моему, у нас в городе этого нет. Я как-то задавался этим вопросом, я не нашел. Но, кстати, именно в нашем городе, значит, есть издательство. Во всяком случае, оно было, и, надеюсь, оно и сейчас есть. Это, как же он называется? Сейчас, не хочу вам соврать. Я даже с него вот модель брал, Миша, может, покажет. Это Ferrari F10, юный моделист. Юный моделист. Довольно такое оно на юного моделиста рассчитано. Простите, конечно, что я немножко так в разброс. Слышим питомца рядом вашего. Да, ушами машет. Собака у меня. Вот. Издательство «Юный моделист», вот, там есть такое Ferrari F10. Я делал, мне в прошлом году подарили этот журнал. Довольно простая модель, то есть для начинающих тоже можно попробовать. Андрей, а вот эти применительно к этим двум моделям, Лауда и Ханта, это, да, если я не ошибаюсь, тоже модели достаточно, ну, по детализации невысокого уровня, но тем не менее... Да, это довольно-таки, ну, как сказать, я их усложнял. Кстати, предлагаю уже перейти к обзору какой-нибудь, наверное, или Феррари, или Макларена. Наверное, с Макларена начнем, как и собирались. Не против? Да, конечно. Это... Так, сейчас я продемонстрирую картиночку. Так, где у нас тут Макларен? Вот он. Вот, да. Вот, как вы видите, вот, допустим, коробка передач сзади, оно, ну, практически это плоские пластины, а на ней за счет вот, ну, рисунка передаются свет, тень, и вроде бы модель и объемная получается. Вот. А выхлопные трубы тоже из бумаги? Или это... Нет, выхлопные трубы в данном случае это иглы от шприцов подкрашенные. Повторюсь, это 35-й масштаб. По-моему, иглы от шприцов или припой. Я уже даже, честно говоря, не помню, что я использовал, потому что иногда в каждой модели ищешь свой подход. Какую деталь, вроде бы и детали одинаковые, а вот уже... По-моему, это все-таки припой. Это припой, немножко высверленные отверстия и подкрашенные. Это припой, да. Я вижу амортизаторы сделаны из пружины от шариковой ручки. Пружин, да. Вот. И здесь я вот выхлоп, это полностью я выгибал из припоя. Так, ну это у нас, ну здесь видны... Да, вот видно двигатель, он абсолютно плоский, там даже просто неинтересно как бы на него и смотреть. Вот, тем не менее, провода высокого напряжения воспроизведения. Да, потому что они там должны быть. Это так похожий ракурс с другой стороны. Ну это вот днище, в принципе, наверное, да, тут... Кстати, да, патрубков сделано много. Очень много, я с ними, конечно, немножко долго помучился, но... Так, это у нас вид сверху. Не все, что хотелось, получилось, но получилось. Да. Ребят, сразу вас предупрежу, начинаем с простеньких моделей. Вот, все потом мега запилы мастера покажем чуть позже. Есть там один момент, который, честно, меня лично
поверх просто в ступор, я не знал, что будет. Это очень круто, ладно, вот немножко так повернул. Иногда бывает даже, вот в данном случае я как начинал из, вот это посвящение делал Лауду и Ханту, да, и я начинал как бы Феррари делать. И вот иногда бывает, конечно, да, очень сложная схема сборки. Иногда есть ошибки. Приходится, конечно, что-то уже самому додумывать, подгонять. Вот. Есть такие. Есть, конечно, не есть, а в основном очень подробные. Есть очень хорошие издательства. Забыл, как его. Очень хорошие издательства, где очень хорошие подробные инструкции, все. Хау, по-моему. Сейчас я у себя поищу. Халинский. Вот. Издательство Халинского. Это, я считаю, это супер издательство, которое стараются очень шикарные делать модели. То есть, вот если от Халинского брать, там деталировка идет. Даже когда я делал некоторые пластиковые модели, я брал внутренности от бумажной модели Халинского. Почему? Потому что в пластике этого просто-напросто не было. Я, кстати, у вас там заметил одну модель, по-моему, какой-то немецкий, по-моему, Мессершмитт двухмоторный. Мессершмитт 110-й, да? Там в пластиковой модели интерьер сделан из бумаги. Да, вот именно о нем я и говорю. Да, но к этому перейдем чуть позже. Причем, да, кстати, вот чем бумага хороша, значит, там модель, по-моему, была 33 или 32 масштаб, я не помню. А я ее перенес на 72 масштаб, спокойно вместил. Чем я, кстати, и занимаюсь. Я вот самолеты всегда переделываю на 72 масштаб. Автомобили, конечно, стараюсь 35-й, 24-й редко, иногда приходится и 24-й делать. Вот. Чтобы оно, так как я и пластиком занимаюсь, и бумагой, то вот чтобы, допустим, две рядом модели поставить, пластиковая, автомобиль, допустим, 35-го масштаба, и рядом стояла 35-й бумажная модель. И просто вот как на улице, да, вот вышел и смотришь, какие размеры у них были. Иногда поражаешься, насколько это большая разница. Потому что иногда интересно сравнивать. Иногда вот, допустим, у меня есть бумажные модели тех же самых автомобилей, я перевожу в 72-й масштаб. Почему? Потому что она довольно простенькая. В большом масштабе она как бы неинтересно делать, когда она стоит. А вот маленькую ее можно поставить где-то вот к самолету ставлю, как бы в тему, по годам. Андрей, еще один... красиво смотрится. Извини, перебью. Еще один интересный вопрос поступил в чат. Спрашивают, доктор Пирогов у нас интересуется, собираете ли вы модели кораблей? Дайте, пожалуйста, советы начинающим по поводу их сборки. В связи с этим хочу, наверное, попросить перейти к демонстрации одной из моделей, как раз корабля. По-моему, какой-то клипер там, если не ошибаюсь, есть, да? Яхта спрей, да? Сейчас я ее найду. Яхта. Нашел. Вот. Яхта спрей. Какие советы начинающим? Наверное, опять те же самые, начинать с простых наборов. Да. Не какой-то Бисмарк 200-м. Ни в коем случае. Во-первых, чтобы начинать парусники, это надо знать и весь этот такелаж, куда, какой, кстати, я буду так по-простому говорить, шнурок проходит, протягивать. Кстати, даже... В общем, надо знать матчасть. Хорошо. Да, это первое. Значит, кстати, перед тем очень часто, это 99%, перед тем, как делать какую-то модель, даже простейшую модель, я лазю по интернету, тягаю все эти фотографии, все изучаю, что, где, куда.
должно, что где должно стоять. Вот, кстати, по этой модели, по этой яхте. Значит, мне сейчас уже 51 год, да? Я ее мечтал сделать с 10-летнего возраста, когда я ее увидел в журнале «Моделист-конструктор» за 79 год. И все, я никак ее не мог сделать. Вот не получается, и все. И как-то получилось у меня выиграть в интернете конкурс. Там Миша в дальнейшем покажет модель мотоцикла Харлея, с которым я участвовал. Вот. И я, значит, участвовал в конкурсе. И так получилось, что у нас был выбор некоторые модели. И там было представлено в журнале, именно журнал, по-моему, 2014 года он выпуска, вот этой модели спрея, той, которой я сказал, я хочу, у нас был выбор некоторых журналов, я сказал, я хочу именно эту модель. Во-первых, их в бумаге, по-моему, в интернете, может, кто и делал, но я их не очень видел. Я, опять же, давай искать, сколько смог, вытянул фотографий, все. Я фотографии даже самого этого Слокома, путешественника, который первый в одиночку совершил именно на этой яхте совершил круговое плавание вокруг Земли. Вот. Значит, я вытянул кучу фотографий, сверял, и я убедился, что я был, не то, что я был прав, судьба мне подарила то, что я не мог 40 лет сделать эту яхту. Вот. Почему? Потому что я сразу заявляю на весь мир, в моделисте-конструкторе это неправильные чертежи, согласно фотографии Слокома. Вот. И я старался, согласно тех фотографий, делать именно вот эту яхту. То есть в чертежах именно вот этого журнальчика, это были довольно-таки, которые меня удовлетворяли, чертежи, и я ее делал. Значит, что значит, я скажу, для кораблей, там нужно, конечно, немножко, дальше Миша, если протянет, там у меня есть, как я даже забивал места, не пенопласт, как он там правильно называется, типа пенопласта, и потом это зачищается, чтобы корпус был красивый, круглый. Я назову круглый. Почему? Потому что бумага, с бумагой очень тяжело сделать что-то круглое. Бумага — это плоскость. Вот почему из бумаги довольно проще делать более, модели, у которых плоские поверхности. Это танки, допустим, там какие-то тигры, это вообще изумительно, там, по-моему, вообще ничего не надо. Для тех, кто танками увлекается. Там только задняя часть башни и лючок командирский. Эта бумага загибается и все. То есть, а вот для объема, конечно, приходится часто резать, и чтобы был объем, чем-то заполнять. Некоторые хитрости приходится. Конечно, бумагу можно растянуть, если захотеть, можно растянуть немножко так, полукруглой сделать. Андрей, я специально акцентировался на этом фото. Здесь видим паруса как раз от этой модели. Я смотрю, детализация тоже очень-очень на высоте. Наверное, старался. Да, так как фрагмент для демонстрации фото у нас не очень большой, тем не менее, можете и сами, повторюсь, на странице Андрея посмотреть эти фото. Я уже рассматривал, и видно, что паруса проработаны очень классно. Значит, по этим парусам, какую я скажу тонкость, там у меня на одной из фотографий описано, как я делал. Вот здесь хорошо видно. Отверстия вот эти, как они там правильно называются, я уже забыл. Да, я тоже не владею этой номенклатурой. Да, это довольно, то есть... Люверсы, может быть, какие-нибудь. Да, вот, правильно. Иногда приходится
делать по несколько попыток сделать что-то, чтобы оно более-менее соответствовало тому, чего ты хочешь добиться. Вот. Точно так же вот эти люверсы, я их один раз попробовал, второй раз попробовал. Брал образцы просто-напросто, отходы всегда есть. На образцах отверстия сделал. Отверстия, кстати, делаются обычной иглой для шприца. У меня их целый набор. Сам затачивал еще лет 7 назад. Как заточил, они так до сих пор у меня и служат. Так, получается, что отверстия, они не металлические. Нет, это, значит, насколько еще даже, кстати, по-простому, это берется обычный, я взял обычный лак для ногтей, с которого я начинал еще, ой-ой-ой, сколько лет назад, у меня красок ничего не было. Я как-то, понадобилось что-то под бронзу красить, я купил обычный бронзовый лак для ногтей, в него вытягиваю спичечку немножко, заточенную спичечку, вытянул, туда вставил, прокрутил, оно получилось такое кругленькое колечко, засохло, и все. 1-2 раза попробовал, приноровился и надел этих дырок, и вроде бы так и надо. Вот это и есть олдскульная, так называемая классика моделизма, когда человек из подручных материалов, подручных... Да, собственно говоря, вот у меня, я ничего такому не научу, я стараюсь делать из подручного материала. Да, кстати, вот почему бумага, это дешево. Это дешево. Вот иногда пойдешь в магазин какую-то краску, все в мире нашем относительно, как говорил Эйнштейн, или кто, может, другой, может, я ошибаюсь. Все в нашем мире относительно, но иногда пойдешь, так как в бумаге просто торцы подкрасить, торцы той же самой акварелькой, у меня акварелька еще с детства пооставались эти краски, я ими подкрашиваю, можно намешать любой цвет. А вот, допустим, для тех же уже пластика уже нужно именно желательно модельные краски покупать. Это я из своего опыта беру. Почему? Потому что для бумаги я себе набор взял. Ой, господи, как же их питерские краски. Невская палитра, может быть? Да, вот из того. У меня целый набор есть, уже очень-очень много лет существует. Я в шприцы себе намешиваю, там, какой мне нужный оттенок, и пользуюсь годами. Вот, таким. То есть для пластика они, конечно, не подходят. Для бумаги в самый раз. Для подкраски, либо чего. Приходится, конечно, мешать цвета. Меня это устраивает. И иногда вот если вспомнить, как было, допустим, 30-40 лет назад, когда никто не знал ни о той Томи или как ее там, другие, Харбал, этого чего не было. Чем красили? Чем? Как не помню, кто-то говорил, у отца в гараже взял краску подходящую, зеленая, знаешь, самолет можно зеленой покрасить. Да. Я уже говорил о том, что отец работал в локомотивном депо, и вот оттуда возил зеленую, красную, черную. Да. Вот так. Вот я по старинке вот такое и делаю. Стараюсь не забывать, что тогда. Андрей, хотел уточнить, весь мачты из чего сделаны? Мачты, значит, по идее, они идут выкройки из бумаги. Но я, так как боюсь, чтобы не испортить это все дело, я мачты делаю из деревяшечки, обычную деревянную, а чтобы уже, допустим, в цвет подходило. Почему? Потому что, допустим, с палубой. Цвет подходило, то я уже беру из журнала. Там, допустим, в журналах часто есть запас цвета. Вдруг ты какую-то деталь испортил, либо что, можно вырезать. Тоже такое есть. И просто обвертываю. Обвертываю бумагу, и оно получается одним цветом тогда с моделью. У меня, кстати, тоже там в дальнейшем Миша, возможно, покажет. Есть одна модель, практически полностью из бумаги, и там я
чтобы не красить, просто проволоку обворачивал бумагой, и оно получилось вот вроде бы так и надо, в один цвет, один тон, чтобы краску не подбирать. То есть, да, здесь мачта я обворачивал бумагой. Это часом не модель Блерио? Нет, это Швимваген будет, амфибия. Я понял. Я ее Швимка называю так, ласково. Ну, детализация высокая. Вот, сделано старался, да. Ну, конечно, много я чего поупускал. Те, которые есть корабелы, скажут, да, здесь неправильно. Может быть, усел какой я неправильно. Андрей, я вот сейчас вижу извини, перебиваю, на надстройках вижу так называемую имитацию как бы вагонки, шов между досками. Да. Как делал? Как делал, это просто-напросто вот на развертка, ну, допустим, та же самая крыша. Продавливал? Да, просто продавливал. Ну, я обычно продавливаю кто иголкой, кто чем, а я просто обратной стороной ножа. Она, ну, как бы тупая получается, не сильно давить, оно делаются вот эти продавочки. Вот таким образом. Кстати, и когда вот приходится загибать линии изгибов на бумаге, это тоже, чтобы не искать какую-то иголку. Мне, кстати, иголкой неудобно. Я сначала иголкой делал, мне неудобно, а потом я как-то приноровился обратной стороной ножа. Иголку надо вести или под очень острым углом к поверхности, или она будет царапать. Да, точно так же и нож. Просто не сильно давится, ножом проводится обратной стороной и достаточно. Кстати, нож у меня тоже, вот, кто моделисты знают, там ОФ и всякие другие фирмы. Нет, у меня нож, я его делал еще лет 10 назад, если не больше. Я там как-то деревянный корабль делал, ну, увлекался. Он у меня не сильно получился, мне его стыдно выкладывать в интернет. Вот. Но я делал нож, так сказать, под себя. У меня объемная ручка, строго под свою руку делал. И уже наполовину сточился, но я им до сих пор работаю. Тоже другие там лезвия там покупают, все. Я нет, я пару раз об наждак тиранул, пастой Гоя заточил, на руке попробовал, волосы бреет. Ну, извините за подробности. Волосы бреет, все, значит он острый. Потому что иногда бывает, этих ножей не накупишься, а он постоянно из ножовочного полотна сделал. Вот. Андрей, всегда ли стараешься делать модель полностью из бумаги? Или если есть возможность, например, как вот с мачтами, скажем так, не делаешь проще, а улучшаешь? Ну, как вот... Да. Ну, иногда приходится. Иногда бумага просто-напросто по своим даже свойствам не всегда подходит. Ну, как, стараюсь, если, допустим, пошел по бумаге, то да. Иногда, конечно, приходится грешить, если, допустим, модель идет под покраску. Почему? Ну, у меня есть большое количество моделей, которые под покраску, полная покраска. Там, да, там, конечно, приходится уже и хитрить, другие способы придумывать, и пластик применять, и проволоку, и металл, в общем, даже эпоксидку. Вот, дойдем, я надеюсь, дойдем до этого, где и эпоксидкой применяю, тоже некоторые, ну, потому что иногда приходится сделать, ну, допустим, у меня 2 модели, которые ушли на подарок, их у меня нету, остались только фотографии, и их нужно было сделать, ну, приближенно, вот, как настоящая. От бумаги я просто этого бы не добился свойствами бумаги, поэтому пришлось некоторые пропитывать эпоксидку, шпаклевать эпоксидкой, зачищать, ну, а дальше уже идет как по пластику. Такие вот вещи. Но стараюсь, конечно, да, сделать, стараюсь по возможности, если уже это бумажная модель, стараюсь сделать бумагу. Вот в данном случае вот эта яхта, это практически полностью бумага. Дерево, ну, мачты, ну, просто потому что надо, чтобы крепость была.
Потому что отличного качества модель. либо, допустим, бывает очень тонкая деталь, которая просто из бумаги, это ее можно постараться, можно вымучиться, сделать, но из другого материала это будет уже как бы и проще, и лучше. Бумагу тоже я иногда, когда тонкие детали, и надо, чтобы была именно из бумаги, я ее просто этим, как там, циакриновый, да, я его циакрин называю, цианокрилат, вот, суперклей. Я просто пропитываю детали, чтобы они были крепкие. Вот как раз дошли до фото, про которое ты говорил. Да, где просто вот... Между шпангоутами поверхности заполнена вспененным, как он правильно называется? Да. Пенопласт или не пенопласт, а вот... Пенополистирол. Вот это называется. Знаете, честно говоря, я не всегда могу название правильное назвать, и поэтому, как у старого мастера, эта фигня перекрывает эту фигню, извините за выражение, но по-другому. Мне иногда на пальцах легче объяснить, чем словами. Вот так оно делается, перекрывается, и потом, обшивку, здесь я обшивку перекрывал бумага, которая, большие листы бумаги, потом, опять же, они... Да. Они, опять же, потом, иногда можно пошпаклевать, иногда просто наждачкой зачищается, чтобы было чисто. И потом обшивка, в данной модели обшивка была по 3-4 реечки, но я каждую реечку, обшивки, это уже наружная обшивка, как полагается, досточки, да? Я каждую по отдельности вырезал, чтобы она легла на свое место, чтобы не было ни складочек, ничего, чтобы красиво легло. И вот получилось то, что получилось. Кстати, вот для корабелов лучше вот по обшивочно делать, по реечно. Оно тогда гораздо всегда лучше получается, чем большой кусок бумаги. Оно тогда получается, когда корабль квадратный, я назову квадратный, угловатый, это некрасиво. Это допустимо, но это некрасиво. Поэтому все вот корабелы, кто бумажные корабелы, те стараются наполнить чем-то. Так. Вот таким вот образом. Закончили мы с шхуной. Яхта. Это так, это тонкости. К чему мы переходим? По-моему, может быть, к мотоциклу сразу, к тому знаменитому. Без проблем. Это была, кстати, одна из моих первых моделей. Так, видим сейчас, наверное, фото прототипа. Да, это прототип. Кстати, эта модель, та модель, по которой я выиграл, не выиграл, а был участником конкурса и получил эту, так сказать, мечту яхту. Андрей, перебью, извини, чтобы далеко не убегать, и как раз нам вопрос задали соосный. Спрашивают, остались ли и сколько осталось на данный момент выставок в Украине по стендовому моделированию? Есть ли ваши любимые? Вот как раз применительно к выставке ты о ней сказал, что участвовал. Честно скажу, я как-то не знаю. Там, где вот я по интернету либо где лазю, я не встречал выставок, так что объявления. Дело в том, что я в основном на российских сайтах, ВКонтакте общаюсь, и другие там российские сайты. Самые основные, которые ближе всего. Андрей, самые основные сайты, площадки, которые лично тебе ближе всего. Может быть, форумы или... Значит, это я ВКонтакте общаюсь, вопреки нашим законам. Но это такое дело. Это потом сейчас скажу. Значит, есть ОКБ бумажные модели. Это сайт именно бумажных моделистов. Это форум бумажных моделистов, где очень не то что на мой взгляд, я считаю, там элита постсоветских, российские, другие
моделисты. Это там, где с ними пообщаться, это ну, просто за счастье. Вот как по мне, это за счастье с ними Кого, пообщаться. Андрей, назвал бы самыми, вот, на твой взгляд, ведущими моделистами в бумажном моделировании? Вот на данный момент. Ну, ведущими... Понятное дело, что тебя я автоматически отношу к этой когорте. Ведущими это, ну я же сказал, вот в ОКБ бумажная моделинг, туда если на форум зайти, просто у нас там ники. Я вот напрямую так не сильно общался. Ну, можно, я думаю, ники назвать, не обязательно, наверное, раскрывать. Если человек употребляет ник, значит, это с чем-то связано, это его право, и в этом нет ничего зазорного. Вот. Все мы так или иначе носим маски. Сейчас я, да, все мы, сейчас я туда, чтобы больше так, значит, сейчас я, извините, что время немножко Ничего забиваю. Страшного. Я пока еще пару фотографий. Значит, Илья, есть такой вот в ОКБ, я просто вот зашел сюда в ОКБ бумажные модели, да, и вот я сразу называю Илья, потом Виктор М. Вот, они постоянные вот здесь ну, участники, так сказать. Алексей, потом кто еще? Игорь здесь есть. Михаил Пыр, по-моему, просто я его сейчас не вижу. Вот, Израиль, кажется, если не ошибаюсь. Может, я по буквам ошибусь, потому что иногда латиницу я неправильно на русский перевожу. Вот эти вот ребята, которые ну, могут показать. Потом Юра Сотников, ну, он другой, он ВКонтакте. Кстати, благодаря Юрию Сотникову я сделал модель самолета, у меня есть Блерио. Ну, в дальнейшем Миша, надеюсь, покажет. Да. Вот чисто благодаря ему, это он меня натолкнул на эту модель. Почему? Потому что, ну как сказать, у него очень большой был... Алло. Да, слышно, отлично. Слышно. Да, у него большой, так сказать, набор информации по разным моделям, чертежи и всякое такое. И он мне как-то, ну, в разговоре скинул большой объем этих чертежей именно самолета Блерио. Вот. И, ну, я и так его давно хотел, а здесь уже ну, такой избыток был информации, ну, что просто грех было его не сделать. И поэтому я его и сделал. Андрей, начались фото уже с моделью. Вот, читаю пояснение. Харли Дэвидсон, модель 7А 1911 года, масштаб 1 к 14, на чертежах 1 к 7. С доработкой по мелочам. Ну, как обычно, пояснение скромное от мастера. Вот, но у меня уже сразу по первому фото целый ряд вопросов. Так, я вижу, что спица-то самодельная. Вот, знаю, что за технология, да. К ней вернемся. А что за резина? Как ее делали? Резина — это бумага. Бумага. А как... Значит, я сразу скажу. Значит, в этом Харлее не бумажная — это руль. И спицы. Ну, видимо, по-моему, ну и пружинки. Пружинки, да. Да. Так, все остальное бумага. А цепь из бумаги? Цепь бумага. Обалдеть. А, еще не бумага, это привод на заднее колесо этой, ну, ременная передача, я его сделал, как и положено, из кожи. Так, вот взял тут... кусочек кожи, зачистил его. Обалдеть. А как вообще вот цепь вот эта изготавливалась? Она, получается, сразу вот этим кольцом врезалась и склеивалась на кольца? Или... Значит, там шло именно в выкройках была цепь как бы, ну, одна простая вот по кругу, общая по кругу, да. И я ее просто решил, ну, усложнить и сделал из 3 частей. Сделал 2 вот эти выкройки, те, которые давались, и внутрь запустил, да, внешне, и внутрь запустил просто
ту же самую выкройку сделал на более толстой бумаге. Ну, обычная вот эта чертежная бумага, по-моему, если я не ошибаюсь. Потому что уже лет 7 прошло. И просто вот как бы сделал внутреннюю, наружную, там, где заокругленности вырезал, убрал, да, и сделал просто по прямой такой вот, как цепь. Ну, и склеил это из 3 частей, и получился вот такой вот цепок. Вот Андрей нам, кстати, подсказывает в чате, что Юрий Сотников — это моделист из Курска. Да. И он паровозами занимается. Вот хорошо, что его знают. Это один из таких моих друзей. Да, модель видит. Он отлично. готов, насколько я знаю, он всегда готов помочь. Хороший парень. Так, ну спицы тянулись через кондуктор, я так понимаю, правильно? Да, специальное я приспособление делал. Вот такое вот. Ну, детализация на высоте. Сделано отлично. А вот как раз тот самый привод. Он из бумаги или это какая-то кожа? Привод кожа. Взял кусочек кожи, зачистил как можно тоньше, чтобы было, и склеил. Обвернул, потому что я попробовал сначала из бумаги, ну, как бы не тот вид был. Ну, и как бы не получалось, и решил сделать из кожи. Почему бы не попробовать? Андрей, а рычаг педали из чего сделан? Я так понимаю, это бумага, а чем она покрыта? Это скотч алюминиевый или это краска? Это краска, это все краска. Кстати, вот на этом мотоцикле у меня пришлось первый раз, так сказать, покупать краску. Белую, чтобы колеса покрасить, и серую, чтобы некоторые элементы из бумаги, которые, ну, допустим, раму, которая пришлось немножко подзачищать наждачкой для вида, которые пришлось вот серой краску или крылья, я уже не помню тоже. Вот пришлось 2 тюбика, первые 2 тюбика, которые мне пришлось специально покупать для модели. Андрей, потом, конечно, уже пошло-поехало. Тут сразу тоже вопрос, а как изготавливали очки? Ой, это была очень тяжелая история. Значит, надо было что-то по тем временам сделать. И я, так вроде бы их нигде не найдешь. И я вспомнил, был фильм «Эскадрилья Лафайет». И там летчики в этих, как раз те времена, летчики в этих очках летали. И я одну из фотографий вытянул. И вот по ней я так подогнал под масштаб. И стеклышки вырезал, наружка из бумаги подкрасил. Петельки все эти, из проволочки, замочки делал, или как их там, скобочки. Кстати, очки рабочие гнутся. Потрясающе. Как настоящие. И вот, куда их? Повесил на руль, типа в аптеку, тогда же бензин где брали? В аптеках. И вот, остановился в аптеку, за бензинчиком зашел. Вот так вот я пытался делать. Ну вот как раз модель рядом с диском CD, вот, можно оценить ее размер. Да, масштаб. Потрясающе. Нет, цепи я в восторге от цепи. Это еще не та цепь. Вот дальше у меня тоже в одной модели будет Mercedes беленький. Вот там уже, да, там я уже цепь, так сказать, я сам себя превзошел. Хотя могут люди и лучше делать, но там я старался сделать, тоже дойдет время, увидите. Надеюсь. Отлично, фотосет тоже, конечно, великолепно. Вот те самые пружинки под сиденьем. Кстати, сиденье тоже сложной такой формы. Это полностью выгнуто из бумаги, из одной детали. Да, были выкройки, и вот по ним. Я же говорю, здесь я, конечно, пришлось много чего, своих доработок делать, потому что, реальные выкройки гораздо проще.
За то, что мне понравилось, ну, вот, как говорится, у нас в бумаге сходимость. Очень, очень там хорошая сходимость. Это вот именно вот показывает рама. Рама там вообще, я не знаю, там, если брать деталей 50 или что там, ну, мелкие, ну, чтобы она была закругленная, это из сегментов она клеилась, и очень, очень хорошая сходимость получилась. Так. Вот то, что я могу сказать. Ну, кстати, вот даже вот пружина, которая вот передняя пружина, а как она вообще, как ее делали? Вот это виток к витку проволоку там мотал куда-то? Да, да. Выглядит отлично. А вот эта гайка, вот сейчас я мне даже покажу. Вот эта гайка как делалась? Гаечки, как я делаю, тоже брал. Иногда, конечно, вырезаю. Если большие, то я в программе, ну, чертежные программки, просто наделал себе чертежей, и если большая гайка, то я уже по чертежу распечатаю на бумаге, на принтере, их и делаю. А если, допустим, другие гайки, то я себе заготовил иглы, взял, на гвоздике выточил шестигранник, ну так, заостренный шестигранник, и иголку надевал и так сплющивал, чтобы она была шестигранный конец из нее. И вот потом просто-напросто выдавливал. Обалденно. Приходится вот такое вот. Ну тут у нас болт, я смотрю, имитирован виток к витку. Болты я имитирую, это как? Берется обычные струны от гитары. Все, я понял. Отлично. И подбирается диаметр. Вот такой лайфхак. Супер, супер. Так, руль у нас из трубки, да, как ты говорил? Руль это просто алюминиевая проволока. Провод алюминиевый, загнутый. На самом деле, просто... я вот сейчас вижу, мне очень нравится, как воспроизведен протектор. Как это Значит, протектор точно так же. Это берутся иглы заточенные. Все, и вырезается, да, и наклеиваешь каждое вот. Танкисты заклепки или порой делают. Да, вот, кстати, вот сложность в бумаге это каждая деталька отдельно. А там получается массив самой покрышки, он набран из вертикальных. Ну вот как пирог. Как пирог. Андрей, сразу вопрос. А если, например, не наклеивать каждый из гексагональных вот этих элементов, а также шестиугольной иглой сплющенной продавить? Не получится так? Не, ну это же получится просто отверстие. Нет, не отверстие, она нет, то, что я вижу, это у меня слов. Я наклеивал это, я делаю вот эти вот пятачки, шайбочки. Вот, у нас-то их заклепки делают, я же говорю, на танке. Вот их там сотни наделаешь, и потом сидишь иголочкой клеишь. Ну, вот очки на флешке как раз. Потрясающе. Кстати, у меня на аватарке, это Собакен скушал уже ту обезьянку, а у меня на аватарке, то обезьянка, я на нее одел те очки, чтобы было. А, вот, кстати, сиденье. Еще, по-моему, в режиме покраски. Педали. Шикарно. Так, ну и вот у нас, наверное, уже процесс сборки. Да уж. Великолепно, что сказать. Так, вот он еще в полуразобранном виде. А сверху, кстати, лаком укрывались. А, вот здесь эти пятаки очень хорошо видны. Да, вот. Некоторые модели я покрываю лаком, некоторые, конечно, оставляю так, как есть. Вот, допустим, ну, если она должна быть матовой. А, да, кстати, я забыл. Перед тем, допустим, как вот вырезать, то так как я печатаю на домашнем принтере обычном, и он боится влаги, ну, соответственно, влага это что? Руки иногда бывают, ну, там вспотеют, либо что, клей ПВА, это та же самая, это вода, и оно размывает краску. Поэтому, чтобы краску не размывало, то я покрываю обычный, вот лично я, мне просто проще его, как говорится, достать. Вот. Обычный лак НЦ.
разведенный с аэрографа. Раньше-то у меня еще аэрографа не было, то я губкой красил, кисточкой, а сейчас в аэрограф набираю аэрографом, раз покрасил и все. И потом я уже, ну, не так, во всяком случае, в процессе работы не так боится влаги и не так махрится бумага. Ну, потому что если слишком часто вот брать одну и ту же бумагу. Алло, Миша, слышно? Да, меня слышно прекрасно. Если часто брать ну, бумагу руками, она же ну, начинает тогда махриться, и это портит. А так оно немного долговечнее. Иногда, конечно, вот такой лайфхак, да, лайфхак, прошу прощения, у меня тяжело с английским. Все отлично. Берется вот обычная пищевая пленка, и нею обворачивается уже готовое, допустим, изделие, а вот его надо брать руками. Натягивается, обтягивается. Да. Обычным скотчем склеил между собой, чтобы оно просто... И тогда берешь этими руками, потому что ну, некоторые модели ну, годами ж делаются. Ну, не годами, полгода, там, год, это нормально. Это нормально. Полгода, год, это для модели нормально. Вот у нас, допустим, когда в старые добрые времена объявляли на этом АКБ бумажное моделирование, вот, там форум объявляли, то там, конкурс объявляли, то там конкурс полгода, год. Это нормально. Так, переходим к авиации. Давай. Вот она. Еще одно творение, еще одна жемчужина. Да. Это то, которое благодаря Юрию Сотникову сделано. Так. Тоже она должна была быть довольно большой моделью в 33-м масштабе из бумаги, если я не ошибаюсь. Но я ее в 72-й перевел, чтобы оно смотрелось с пластиковыми моделями 72-го масштаба. Друзья, 72-й масштаб, бумага. У меня из пластика он так не получался. Помню, как раз в начале карьеры я начинал делать, а тут 72-й масштаб, боже мой. Честно говоря, здесь бумага это только немножко обшивки фюзеляжа, крылья и заднее оперение. Вот, все остальное, конечно, каркас это дерево. Ну, не без этого. Это дерево пришлось применить, потому что бумагу здесь никак нельзя. Я как бы от себя добавлю, можно, наверное, опять же, бумагу намочить каким-то цианакрилом, НЦшкой, цафоном, а потом выпили. Она просто-напросто тогда теряет цвет в циакринчике, теряет цвет. А здесь хотелось, так сказать, рама, деревянная, как ее сделать по-другому. Поэтому я вот... вот, кстати, да. Вот, тоже. Да, это я поставил с Мессером 72-м, просто чтобы посмотреть, какие они по размеру, натуральные. Вот, а Мессершмитт у нас тоже из бумаги? Нет, Мессер это пластик. Ну вот, друзья, сравните. Слева такая ажурная это модель. Звезда. Звезда, как его, склейка, вернее, модель без склейки, или как оно там правильно называется? Без клея, да. Да, без клея, но я, правда, ее клеил. Потрясающе. Маэстро потрясающая. А фигура тоже из бумаги? Или это нет, фигура у меня, значит, была... не была, она и есть, этот БФ-110, и там же было пилот и штурман, или как он там, стрелок, и вот пилота я посадил, пускай он книжку читает, Mein Kampf учит, вот. А вторая была, так сказать, беспризорная фигурка, вот я ее немножко подрезал, ножки, ручки, загнул, вру. Не, я и сюда его гнул, и туда гнул. В общем, пришлось как конверсия делать или как модели. То есть я из немца сделал француза. Это называется no comment. Я такой не смог бы сделать своими пальцами. Обалдеть, браво. Это... Спасибо. Вау. Да, еще в каком-нибудь 48-м масштабе или больше, другое дело. Как это такое сделать в 72-м? Здесь у меня, конечно, гордость в этой модели. Это мое, вернее, не мое, а его заднее колесо. Это спицей я набирал.
Ну, там старался. Переднее еще куда не шло, заднее я тоже постарался. Ни одно колесико выбросил, конечно. Ну, но здесь уже не то, что на глаз, а на ощупь делал. Потому что некоторая даже оптика, ну, у меня не настолько она была сильна, оптика, и вот некоторые просто приходилось, вот где-то оно здесь есть, где-то здесь нужно отрезать, либо где-то здесь приклеить. Вот таким шло образом у меня. Андрей, накопилось у нас вопросов в чате. Вишневская Оксана, руководитель проекта Лига стендового моделирования, интересуется. Андрей, добрый вечер. Как вы считаете? Добрый вечер. Какова роль наставника на данный момент в жизни начинающего моделиста? Может ли сейчас современный ребенок сам освоить постройку модели? Ну, как? Если захотеть, может. Я фактически, будучи ребенком, это все... ну, не такие модели, конечно, а вот попроще. Приложение к юному технику туда вот в 70-е, 80-е годы осваивал. Тогда еще какие-то были пластиковые модели клеил. Вот. Конечно, лучше, если взрослый ему поможет. Тогда и ребенку будет проще. Почему? Ну, давайте так, ребенок не все знает. И, кстати, вот благодаря интернету я вот много чему научился. Вот буквально 7 лет назад, у меня, 7-8 лет назад у меня были модели, те, которые, ну, не то что стыдно показать, а стыдно самому смотреть. Вот. А благодаря интернету вот я дошел до этого уровня, благодаря тому, что я смотрел у других. Поэтому нужно равняться на других. Как у нас в те времена была передача «Делай как я, делай лучше меня» или что-то типа такого. Вот и я стараюсь смотреть, как делают другие, и если я могу, стараюсь превзойти. Если не могу, ну извините. Я сразу говорю, да, есть, и не то, что есть, они есть, это существуют мастера, ну, перед которыми я снимаю шляпу. Уже перечислением мы уже этих мастеров да, сегодня занимались. Вот, конечно, наставники, да, ребенку не то, что нужно, это обязательно. Это обязательно, чтобы взрослый, старший, кто помог. Ну, потому что, давайте так, ребенок, если у ребенка что-то не получается, он это дело забрасывает и все. И он к нему... Он может его просто-напросто не вернуться к нему и много чего потерять. И пойдет, так сказать, игрушки в интернете играться. Вот. А если взрослый поможет, кстати, взрослый может даже со своей точки зрения порекомендовать какую-то, допустим, отфильтровать, да, вот модель более детскую от более взрослой. Хотя, кстати, вот в бумажном моделировании, вот в пластике там пишут, допустим, с какого возраста, да, допустим, там 18 лет или там 12 лет. Это не цензор, а вот рекомендация. Точно так же и в бумаге есть, допустим, там с 12 лет, с 18, обманываю, там есть уровень сложности, пишется. Допустим, шкала 1 и 5, да, вот, допустим, если тройка стоит, это средний уровень сложности, если пятерка, это уже очень сложная модель. А если, допустим, даже не пишут сложность, оно и так видно, что это довольно простенькая модель. То есть взрослый вытянул, вот, допустим, модель, допустим, 3-4 часика поработать. Вот, кстати, я взял не с Кэнона, у меня просто была как-то запас обычную игрушку, вот так, расслабиться. Где-то неделю или когда назад, расслабиться, сову делал. Очень простую модель, где-то вытянул я. И вот просто-напросто за сколько конечно, уже были распечатанные, за сколько я ее могу сделать. Вот я взял 2 листочка, инструкция и эти выкройки. Буквально где-то 1,5 часа у меня пошло, пока вот все, уже совушка стоит готовая на столе у меня. То есть для ребенка это очень хорошо начинать. Для ребенка это, я считаю, это даже как бы привилегия. Здесь он видит конечный результат свой. Через несколько часов он видит конечный результат в цвете.
даже так сказать. Потому что вот если брать, вы уже извините меня, кто пластик, да, но вот если брать в пластике, это надо склеить, покрасить и все такое. И это, когда это будет? Здесь, так сказать, буквально день-два, и видно, в простых моделях видно результат. И есть некоторые, вот как мы их называем, ну, бумажники, мы их называем коробочки, довольно простые модели, да, но они, когда стоят на расстоянии, это очень шикарные модели автомобилей там, либо еще что. То есть там уже настолько готовая цветопередача, что стоит. Я иногда, вот, бывают фотографии, смотрю с интернета, довольно красивые модели. Единственное, что там нужно сделать, это аккуратность, стыковка швов, ну, точно так же и в пластике, везде. Именно аккуратность сборки. Здесь аккуратность сборки много о чем говорит. Потому что если здесь вот как последовательность, да, эффект бабочки или как. То есть если ты первую деталь неправильно соберешь, то уже и каждую будешь буквально, ну, на каждой будешь делать какие-то помарки и грехи, то уже в итоге ты просто-напросто эти детали в готовой модели ты их не соединишь. Это уже будет очень страшная модель. То есть здесь изначально нужно буквально с первого шва нужно стараться собрать аккуратно. Для этого вот для навыков сборки и существует вот именно, ну, как называется, детские модели коробочки, вот таким образом. Хотя, ну, у них тоже есть место быть. Они свою нишу занимают. С них начинать. Вот у меня тоже, ну я же говорю, вот у меня первые модели, это вот, буквально несколько лет назад, вот, я там зверушек этих собирал. То есть я учился резать ножом. Не поверите, я вот даже не знал, что можно вырезать ножом. Я вырезал ножницами. И у меня была там одна птичка, делал такую чайку. Я замучился резать ножницами, хотя это ножом гораздо проще. Ну, кстати, какие-то большие поверхности, вот, например, то же самое обшивка корабля снизу, их, наверное, все-таки проще ножницами. Да, я согласен. Ну, просто я уже как бы привык ножом, то я ножом и продолжаю. Ножницами это если, допустим, там быстро отделить там детали надо. А так, ну, вот как-то, ну, у меня привычка. Здесь дело привычки. Кстати, да, вот большие поверхности, возможно, и ножницами лучше. Некоторые даже, вот я знаю по форуму, то говорят, что маникюрными ножницами вырезают такие детали, ну, что просто это фантастика. Андрей, перебью на секунду. Передают приветы из Воронежа, из Калининграда. Спасибо. Нас смотрит Москва, Тула, Курск, Питер. Вот, все передают привет. Всем очень нравится то, что ты делаешь, то, о чем ты рассказываешь. Андрей, сразу же применительно к фото, вот сейчас не смог на нем не остановиться, листая. Это колеса самодельные. Тут есть и бумага, я смотрю, алюминиевая проволока, и тянутые, опять же, спицы. Вот я впечатлен увиденным. Вот, как это вообще, это реально сделать руками такие вещи? Не, ну я-то как-то сделал. Да, значит, ну здесь в данном случае бумага это только обод колеса. Значит, мне нужно ну вот здесь как раз видно хорошо, что... Да, видно, да. Я вот делал широкий обод, ну просто чтобы было где хотя бы отверстия эти сделать для протяжки этих спиц так называемых. Вот в данном случае вырезается. Это я как делаю? Ну, чтобы было проще, в программе я делаю чертеж, там помечаю, где мне делать отверстия. Удобно. Чертеж в размере делаю, распечатываю и потом уже делаю все эти отверстия. Тогда оно как бы проще. И
В данном случае поверху я наклеил типа шины, это была проволока медная. Вот, там я не помню, какого она диаметра, около миллиметра. Около миллиметра, да. Ну вот И сам потом... кондуктор. Да, вот кондуктор, как это довольно-таки распространенное. Кондуктор я сам тоже делаю, разное количество. Так как я довольно, относительно часто приходится делать мне спицы, поэтому я там кондукторы делаю и на 32, и на 36 спиц по-разному. Тоже точно так же цветом, вот на кондукторе видно там желтые, красные, зеленые, синие. Это, допустим, какие спицы где находятся, в какую сторону их вести. Допустим, там справа заход, слева заход, допустим, нижние, верхние, вот таким образом. Очередной привет из солнечного Кишинева к нам летит. Спасибо. Привет, Кишинев. Так, ну, наверное, с Блеревым мы разобрались, вот, потому что, хоть ты и не ожидал, вот уже час 15 пролетели на одном дыхании. Неожиданно. Извини, я хоть чайку попью, а то... Да, конечно. Вот, если надо, можно прерваться, маэстро. Ну, не, я готов разговаривать, давай, потому что кстати, начинать это всегда самое сложное. Слушай, на этом фото мы видим, так сказать, выштамповку для чего-то, вот этот полукруглая сфера. Да, это я бак. Я понял. Бак это вот как бока. Потрясающе. Они должны быть как бы полусфера. Обработанный литник, закругленный в иглу, бумагу вдавливают. Кстати, этим же литником я делаю более большие детали, приходится делать, ну, допустим, там диаметром где-то сантиметр, может быть, чуть больше. Бывает, нужно немножко как бы объем придать, закруглять. И этим литничком я деталь ложу на линолеум. Линолеум мягенький. И так потихоньку от центра к наружу и растягиваю, пока не получу некую форму там. Вот как раз силовой набор у нас, он как раз весь из дерева, если не ошибаюсь. Да. Дерево и растяжки. Растяжки это что? Бантик распущенный. Слышим мы опять четвероногого друга. Не видно его там нигде рядом с камерой. Кто же это такой? Он бегает, у меня на ногу прыгает и издевается надо мной. Он тоже хочет попасть к нам в эфир, чтобы все ему передали привет. Извините за это самое подробности, штаны уже подрал зубами. Требует внимания. Нет, мы пока Андрея не отпустим, вот, потому что впереди еще самое интересное. Да, ну конечно. Вот, кстати, это, наверное, фотографии готовой модели на выкройках. На подставочке. Да, и вот, в принципе, даже вот сравнить со следующим фото, с фотомоделью Андрея. Вот, смотрите, насколько более все ажурно. Особенно колеса. Вот если учесть, что диаметр передних самых больших колес, я думаю, наверное, миллиметров 5. Около сантиметра. Нет, передние около сантиметра, это а задние где-то миллиметров 5. Обалдеть. Это потрясающе. Ну, давайте так, я открою немножко свою тайну. Я ставку делаю стараюсь делать ставку на деталировку. Почему? Это как у фокусника, отвлекает от других грехов. Так, поднимем еще сильнее градус, переходим к тому, что меня просто взорвало мой мозг. Это модель ВАЗ-2101, если не ошибаюсь, или 13? Да, копейка. Та самая копейка из бумаги. А теперь, дорогие слушатели и зрители, смотрим и слушаем. Как вообще появилась идея? Что за набор использовался? Потому что здесь уже не бумага, здесь композит. Набор использовался VMS. Это, тоже фирма. Кстати, та же фирма, которая вот мне кораблик подарила. Вот. Значит, я сразу скажу. Там у меня даже вот фотография, где я не стеснялся. Здесь пришлось очень много доработок. Здесь, конечно, да, огромнейшее спасибо разработчику, что он сделал хотя бы такую модель. Других таких моделей в бумаге просто-напросто нету. Вообще копеек в бумаге
это, ну, раз-два и обчелся. Причем, будем так говорить, коробочки и вот эта модель. Здесь я скажу, конечно, ну, автор, если ты меня видишь, очень много грехов у тебя было. В плане как технического или ну, то, как оно, ну, в общем, не теми чертежами ты пользовался, я так скажу. Вот. И здесь были грехи, очень много грехов. Сходимость мне понравилась, изумительно. Вот. Но, значит, что ее сподвигло на эту модель? Давно я очень хотел сделать копеечку. Почему? Потому что у меня у самого копейка. Еще с 76-го года она у нас фамильная реликвия. Вот, я под ней облазил, поэтому знаю, где какой болтик ставится, где что, поэтому автор к тебе, так сказать, и претензии вот, были. Значит, ну, начал я ее делать, и я ее делал изначально, если бы себе она была бы белая, а изначально я делал в подарок своему брату, двоюродному, так сказать, в память о моем дяде, ну, умершему, царство ему небесное. Вот. У них, значит, точно так же была еще из 74-го или 75-го года красная копеечка, вот, на которой мы все учились ездить еще, так сказать, на руках, за рулем. И вот брату, ну, ему пришлось ее продать, так сказать. Ну, она им уже не нужна была, у него была своя машина, все. И я вот в память, так сказать, то, что помнил по этой машине, так сказать, эту ручку переключения передач. Вот номера не помнил, поэтому там номера нету. Вот. Что помнил, то, допустим, цвет салона, там, то все, вот, старался, так сказать, воспроизвести. Вот. Значит, вот на фотографиях здесь, так сказать, все по марке вот указаны, те, которые, что я исправлял, что приходилось самому делать. Вот, вот такое вот. Полностью проработано по новой практически. Здесь, конечно, да, вот, кстати, упоминалось уже, что приходится эпоксидкой пропитывать. Да, я знал, что я ее буду красить, поэтому, так как бумага это, ну, материал ненадежный, я ее изнутри пропитал эпоксидкой, бумага пропиталась, и потом это получился простейший тот же самый пластик, который можно обрабатывать. Андрей, только что мне родилось в голове такое определение, весьма нелогичное. Вот, наверное, никто его особо не использовал. Ну, по крайней мере, среди моих знакомых нет друзей, которые круто моделят из бумаги. Вот, то, что я вижу, это перепил бумажной модели. Вот да, ну приходится делать. Вот, кстати, это у меня, можно сказать, второй такой серьезный перепил бумажной модели. Еще была у меня Mercedes Simplex, с которым я, ну, не то что участвовал в конкурсе, это я тогда... Андрей, извини, это она сейчас на фото? Она. Обалдеть. Это она. Дорогие зрители, давайте все сделаем вот так вот, аплодисменты. Вы посмотрите, еще сейчас дальше будут фото. Как это можно сделать из бумаги? Делается. Браво, маэстро, я браво. скажу, в данном случае проще было то, что она была под покраску. Соответственно, можно пошпаклевать. Моторный отсек. Остальное. Да, здесь... Значит, в моторном отсеке сразу скажу, вот бачок жидкости, вот здесь остановись. Виден тосол там синий. Да. Значит, тосол и точно так же, где для тормозов и для сцепления бачки, это какая технология? Очень простая. Берется эпоксидка. Потом туда я, по-моему, муку добавлял.
чтобы она была мутная. И добавлял обычную краску. Вот для бачка я добавил голубую краску. Залил нижний слой, вот где у меня черное ограничение, это, так сказать, полосочка. Нижний слой залил, синий получился, сверху белым залил. Маэстро, потрясающе. Я вот смотрю на главный тормозной цилиндр, он тоже из бумаги? Да. Обалдеть. Цилиндрики из бумаги. Вот я его покажу. Как? Карл, как? Ну, это все делается. Ой-ой-ой-ой. Вот, допустим, вот лампочка отсека, это, ну, тот же самый литник, это те, кто по пластику, для них это ж не проблема. Литник, ну, как подпаленный, да, сбоку, ну, как лампочки делают, это не секрет. Все остальное это же самая бумага. Маэстро, ну вот если бы я такое увидел вот впервые, ну, в принципе, так со мной и было. Я подумал, что это, наверное, какой-то или 35-й хотя бы, или 24-й масштаб. 24-й. Да. Это 24-й. Либо 24, либо 25. Отлично. Я точно не помню. Зеркала как сделано? Это алюминиевая фольга? Бумага обклеена, да, вот все, что блестит, это обклеено фольгой. Причем тогда была не самоклейка, а обычная фольга. И я, значит, спасибо, Денис Демин, но он по пластику, это как All Models или All Models ВКонтакте. Группа есть, это один из моих учителей, я сразу так буду говорить. Вот, значит, у него было как клей-момент, по-моему, ОСПРИ там разводится. Но так как у меня не момент был, а другие клея, какой-нибудь 88-й или 66-й там клей. Да. Ну вот резиновый клей, и я подбирал, чем его можно развести. И вот он у меня тоже уже несколько лет стоит, разведенный. И вот я им наносил на фольгу. Ну, так сказать, режимом ковки. Вот ее туда загинал. Рихтовки, да. Ковки. Да. Ну, вот тем же, возможно, и тем же самым литником, который в Блере вот, видели. Возможно, им же я и загибал. И я вот гну вот все вот эти отражатели в фарах. Так, сразу вопрос, предвосхитить следующее фото. Двери у нас открываются, двери, окна? Нет. Капот? Капот открывается. Багажник? Нет. Колеса у нас крутятся? Не крутятся, это я не делал. У меня, кстати, есть некоторые модели из бумаги, там, где, значит, крутишь руль, колеса поворачиваются, причем не просто так вот там каким-то рычагом, а настоящие шкворни, все это воспроизведено. Да, вот червячный механизм, как положено, ну, чтобы это было закрыто. Это, кстати, там, если будет возможность, Rolls-Royce, как его, звезда Индии, Старой Индии, как-то так. Андрей, вопросик сразу. Решетка радиатора тоже так же фольгой? Да, решетка радиатора не бумага, это была пластик, посуда пластиковая, посуда тарелки. Вот, насколько я помню. Ну, дальше еще я их сделал по шаблону, наклеил, вместо бумаги, как положено, сколько положено этих решеточек. И их потом я уже обклеивал фольгой. Обалдеть. А задняя оптика это что у нас? Задняя оптика, это, кому-то не повезло, я на улице нашел эти фонарики, красненькие, желтенькие. Я понял. И применил сюда. Обычно вместе ДТП они такие. Да. Здесь у меня опытный мой взгляд упал на две детали сразу. Это первое, это замок багажника и логотип «Жигулей». Как это делалось? Значит, замок багажника, это, я не ошибаюсь, из бумаги я цилиндрики, или из бумаги, или из картона цилиндрики вырезал и обклеил бумагой. Вот здесь фольгой. Да, а прорезь это, как прорезь, просто ножом чуть-чуть придавил, краской залил, вот тебе и прорезь. Я понял, а вот логотип «Жигулей»? Логотип это я уже красил. Хорошо было бы сделать, как его, травленка. Но у меня с этим с химией проблемы, поэтому мне легче было нарисовать кисточкой поверх распечатанного.
Потрясающе. Ручки тоже так же это обклеивалось Да, все фольга фольгой. обклеенная Уважаемые фольгой. зрители, посмотрите на масштаб. Вот эта кроха с такой детализацией сделана. Значит, Реально антенна... из ничего своими руками. Вот. Я уже тут не вижу бумажного набора. Это модель, которая сделана с использованием бумаги, не пластика, который мы привыкли пилить, шпаклевать, визеринговать и так далее, потом флудить. Вот он моделизм. Дорогие мои зрители. Антенна, я сразу скажу, это, ну, как бы тонкость. Это леска. Она всегда, леску можно приобрести, а кто рыбак, у него любой диаметр есть. Поэтому всегда я стараюсь подобрать материалы, чтобы они были по размеру, по возможности. Вот сейчас у меня заминка идет, я сейчас делаю Opel Admiral, пластик, это пластик. Но там у меня заминка, хочу сделать руль, там наборной, он как бы из спиц, 3 спицы по 5 прутков. Ну, это раньше делали 39-й год. Вот у меня заминка идет в проволоке, чтобы было и крепко, и смотрелось красиво. Вот придется разобрать гитару, первую струну. Единственное, больше ничего не подходит. Так, вернусь на несколько фотографий назад. Да. Меня удивила ручка переключения скоростей. Та самая винтажная советская ручка, которую все... Розочка. Для каждого она была вожделенным приобретением в свой автомобиль. Она прозрачная или это имитация? Значит как? Это, значит... Я на проволочку, на торец приклеил пяточки из картонки. Картон 0,4, по-моему. Так как ручка, она же была наборная, поэтому оно как бы так и смотрелось. Потом, значит, на картоночке кисточкой типа розочки нарисовал. В общем, что-то такое, лишь бы там было, потому что в масштабе это уже не видно глазами. А потом брал обычный лак для ногтей и им последовательно делал капельки, пока не надоест. Потрясающе. Я, кстати, спасибо племяшке, мне этих лаков понадавало разных, поэтому у меня сейчас с красками проблем нету, будем так говорить. Очень часто я использую, кстати, лак для ногтей прозрачный, это чтобы сделать, значит, под кожу. То есть я крашу, допустим, коричневым простым акрилом, вот этим художественным, так, а потом я сверху надуваю лаком для ногтей, и он получается вот такой, как бы сатиновый, не матовый и не глянцевый, а вот мелкий, вот сатиновый, вот мне настолько понравилось, от кожи и все, как по моему мнению. Поэтому я использую это довольно доступное, так сказать, потому что НЦ-лак, он не проходит, он какую-то белесость дает. В общем, он мне не подходит. Мы же с тобой говорили на этот счет, лучше всего цапон, конечно, использовать. Использовать. Но у нас, чтобы его использовать, это надо через интернет заказывать. А зачем, если я дорогу перешел, купил лак НЦ, он мне, так сказать, везде. Так, маэстро, я тебя перебиваю. Тут у нас ходовая часть, и тут тоже я просто ничего, кроме изумления и поражения, не могу высказать. Я просто немного разбираюсь в советских автомобилях, в советской классике, смотрю и не вижу изъянов. Как ты это делал? Нет, здесь есть неточности, конструктивные или как правильно сказать, по сходимости, да, то есть некоторые вещи мне приходилось, так сказать, уже творить по месту, не там, где оно должно быть. Почему? Потому что если я поставлю там, где оно должно быть, оно будет не так. Поэтому здесь, давай так, тот, кто часто лазил под копейку, тот найдет изъяны. Нет, я часто не лазил под копейку, но просто эта фотография сейчас говорит сама за себя. Модель в руке, легко представить ее масштаб, размер, и по детализации она ничуть не уступает высококачественным моделям нынешнего времени, выполненным из пластика. Это потрясающе.
Здесь много чего, конечно. Кстати, не- как, там- как оптика делалась? Смотрю, там рисунок. Оптика, рисунок, это, дай бог памяти, по-моему, то ли пластик из бутылок, то ли вот эти вот упаковки, ну, товара. Я понял, да, прозрачные блистеры. Да, блистеры. По-моему, они, вот если их хорошо придавить на этом, на линолеуме, на мягком, с подложкой линолеум есть, он приобретает свою определенную форму. Вот. Точно так же я, вот, допустим, если здесь есть, то вот царапинки делал, так сказать, где помню, где не помню, чтобы сделать, ну, вот, типа рисунок. Делаются царапинки, на блистере выгибается, потом, допустим, чтобы оно, те царапины более гладко выглядели, иногда я, ну, не иногда, а, по-моему, я всегда заливаю лаком PF, который долго сохнет. Пентафталевый лак. Да, пентафталиевый. Он, по-моему, такого желтоватого, похож как на мед, на смолу. Да, ну это если он сильно толстый, а если он тонкий, то, кстати... Не, это я про массив, если смотреть в бутылке или если он в банке. Ну да. Кстати, вот именно этот «Жигуль», он крашен обычной вот этой ладогой красной, и сверху именно вот этим лаком PF пентафталиевым покрытый. Потрясающий ракурс на фото, как раз вот моторный отсек при значит, по фарам... дневном освещении. Вот вижу, как бы трамблер, распределитель очень классно реализован, детально. По-моему, даже вижу, если я не ошибаюсь, масляный щуп. Да, обязательно, ну как же без нее. Я же моторист. Я немножко моторист, поэтому все эти стараюсь двигатели сделать вот то, что могу хоть как-нибудь. Реле зарядки вижу. Провода, как положено, первый, третий, четвертый, второй. Стараюсь, чтобы... Ну, вот иногда обидно бывает, смотришь, вот человек старается, но он не знает матчасти и делает ошибки. Некоторые, ну, которые, где специалист смотрит, я не говорю, что я суперспециалист, да, но вот, то, что я стараюсь сделать. Вот, первый, третий, четвертый, второй, все. Если, допустим, 6-цилиндровый двигатель, я, если не знаю порядок, я в интернете его нахожу, чтобы именно провода поставить так. Андрей, вот это фото тоже прям просто удивительное, так все сошлось, и ракурс, и цвет, и то, что бросается на этом фото, колпаки на колесах никелированные, тоже так же из фольги продавливают? Фольга, все фольга. Да, кстати, вот заради этого фото мне пришлось пару километров пешком по снегу. Это была весна, март месяц, где-то середина марта, как раз лёду. Там на заднем плане Днепр наш, водохранилище. И вот мне пришлось... Почему? Потому что вот первые фотографии, где ты с коробком спичек показал, это я делал, ну, себя, так сказать, в боксе, ну, на кухне, будем так говорить, фотографировал. Мне эти фотографии не понравились, и поэтому я как-то гулял с собачкой и смотрю, опа, нормальная площадочка, где можно ну, сделать фотографии. Оно я того специально стоит. на второй день. Да, это того стоило. Вот лично я скажу, это того стоило. Вот он весь. Люди, конечно, идут, смотрят, что за чудак такой фотографирует неизвестно что, потому что ну, далеко от людей. Что он там, это обычные плиты, вот эти перекрытия. Люди смотрят, что он там на этих плитах фотографирует, а вот, ну, как по мне, получилось как на асфальте. Как раз еще день такой солнечный был. Вот. То есть... Да, вот и финальный сет, фотосет. Ну, конечно, великолепно. Кстати, вот сейчас на этом фото вижу очень интересную деталь. Вот, она тоже просто великолепна. Она вот прямо изюминка, наверное, на этом фото. Сейчас покажу зрителям мышкой. Вот видите, вот здесь небольшой перепад между дверью и крылом. Это как раз в оригинале это могло быть. Да? Ну, это издержки бумаги. Она... Браво. Нет, это бумага дает, как их? Нет, именно так. Где-то повело, где-то еще что-нибудь. Классика не должна быть ровной. Это, увы, бумага этим болеет. Нет, это...
Кстати, значит, это я пропустил. Я, кстати, вот пользуюсь, когда я делаю пластик или, ну, с шпаклевкой, да, вот приходится делать, значит, я делаю под лампой и использую тень. То есть, когда я, ну, наждачкой, допустим, работаю, затираю там какую-то щель, либо еще, ну, готовлю поверхность, я ставлю под угол, ну, так сказать, параллельно к лучу свету, и тогда вот эти все щели, все, где там какой наплыв, очень хорошо видно. Потому что иногда ждут, пока не погрунтуешь, грунтовка типа все это проявит. Я стараюсь до грунтовки еще это удалить, ну а потом, конечно, уже грунтовкой проявляется. Все верно, обычно тоже пользуемся этим методом. Так, а у нас тут между тем пошла макросъемка. Немножко поумничаю, на мой взгляд, это червячный механизм рулевой колонки. Да, да. Обалдеть. Ну, это, да, кстати, это от себятина. Почему? Потому что именно в развертках, ну, в издании этого вообще этой рулевой колонки вообще нет. Так никто из издателей не думал, что будут делать такую модель из их набора. Так, а что же, шарик у нас от подшипника, наверное, да? Шарик, либо от подшипника, скорее всего, от ручки. От ручки? Так, скорее всего, да. Это от ручки. Намного меньше должен быть на ручке. Ну, разные стержни есть. Скорее всего, от ручки. От ручки. У меня этих стержней стоит очень много. Я же стараюсь ничего не выбрасывать, и у меня использованных стержней. И это от ручки. Ну, вот скорее всего, от ручки. Все шаровые тяги рулевые. Посмотрите, как проработано. Это, конечно, это заслуживает уважения. Вот это очень круто. Обалдеть. Даже болты эти хромированные на демпферной муфте вот этой. Никогда не... Класс. Трос ручника я вижу. Так сказать, показуха. Иногда приходится делать показуху. Кстати, вот... Как говорил Киса Воробьянинов, да уж. Да, если вот, ну, кто задаст вопрос по пружинам, почему они беленькие, почему они продавались крашеные белые, я точно помню. Видишь, ты помнишь. И, кстати, там есть маркировка. Они не белые, а светло-светло-светло-серые. Ну, светло-серые, ну, да. Я уже краску не всегда я подбираю, а, так сказать, пойдет и так. Вот, поэтому я беленькой покрасил. Но там даже вот я использовал маркировку, там, по-моему, желтенький такая мазок есть, где жесткость пружины указывается. Смотри. Там разные жесткости в натуральных машинах есть, поэтому я даже это старался. Смотри, что я тут рассмотрел. Это у нас сливная пробка или это датчик температуры на радиаторе? Вот тут маленький желтый. Сливная. На радиаторе там нету датчика температуры, поэтому то сливная пробка. Я настолько с ней не готов. Ну что тут можно сказать? По этой модели можно, наверное, устройство автомобиля ВАЗ-2101. Смотрите, обратите внимание, даже сделал, как он просто гофрированный трубопровод, это с подогревателя, да, там, понимаю, если я не ошибаюсь. Да, это та же самая струна. Благо у нас на гитарах разный диаметр струн, а если сильно захотеть, то можно и рояль разобрать, там, мне кажется, еще толще струны есть, поэтому я с гофриком не заморачиваюсь. Так, ну тут вот как раз те же светлые пружины, карданный вал очень хорошо проработан, с опорным подшипником. Кстати, вот почему-то... Трос ручного очень хорошо. У меня почему-то так вот завелось, я всегда... ну, не знаю почему, либо добрая традиция, либо что, всегда начинаю с заднего моста делать автомобили. Не знаю почему, вот как-то так у меня пошло. Ну, что тут не хватает? Вот, конечно, модель-то вроде неплохая, но чего-то тут не хватает. Везеринга, друзья. Не хватает ржавчины, не хватает гнилых порогов, не хватает. Согласен. Нет, вот ее я не хотел. Так что, маэстро, есть куда расти. Есть еще. Нет, я, если захочу, я могу сделать и ржавчину. Не надо, кстати, ржавчина очень вот легко она. На
в глушителе на резонаторе я вижу ржавчину как раз. Потому что... Акварелька. Да. Разбавленная акварельная краска наносится, она ложится и затекает именно туда, куда ей нужно. Ну, здесь у нас еще, смотрю, на этом фото основная часть кардана у нас демонтирована, видимо. Да, ну это видно еще было в процессе сборки. Да. Ну что тут, и реактивные тяги, все есть. Вот он, мост. Возможно, они не на том месте, где они должны быть. Ну, просто я уже по месту, так сказать, крепил, что оно хотя бы здесь должно быть. Как говорил один мой знакомый, кто сделает лучше, тот дурак. Да нет, как раз тут будет молодец. Вот как раз те самые колпачки, на которые я обратил внимание. Это, наверное, наклеено на картон и продавлено, да? Да, значит, немножко как делалось. В картонке вот как раз картон. Видно, да, хорошо там. Из картона вырезался по диаметру, по центру делалось отверстие, и в это отверстие я просто наклеивал обычную бумажечку, либо заглушечку ставлю, я уже, честно говоря, не помню, чтобы оно, вот фольга когда легла, чтобы была вот центральная вмятинка такая. Вот бампера, красота, конечно, красота. Да, это из бумаги. Да, тогда полностью. Подручными средствами. То есть из бумаги можно сделать все. Так, а почему у нас ручек много? Да. Ну а потому что, чтобы не жалко было выбросить. Может быть, еще где-то есть одна такая копейка? Я бы нет, завладел. Нет. Это из лучшего выбирается лучшее, будем так говорить. Ну, я изначально делаю, на некоторых приходится пробовать, на одной попробовал, на другой уже там подправил, на третьей еще лучше, и пошло. Рычаги подвески. Да. Ступицы передние. С рычагами, с шкварнями. Обалдеть. Движок. Кстати, тоже, это вот передняя подвеска, это уже была моя работа. Даже бензонасос отчетливо. Ну а как же? Как же без него? Немножко здесь все равно не так, как у натурального. Просто, полностью как натуральное, это уже было бы большое усложнение, то, которое было бы малозаметно. Да. Будем так говорить. Здесь условно сделано и хорошо. Ну, как раз, наверное, во время покраски она. Кстати, смотрю, или цветопередача такая, или цветопередача. Я же не всегда баланс белого называю. Вот, кстати, решетка из пластика делалась, вот она, кстати. Как последовательность, что куда приклеивал, клеишь, подрезаешь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, главное, вот как есть пословица, глаза боятся, руки делают. Очумелые ручки. Ну, приходится так делать. Когда хочется что-то, чтобы было красиво. Ну, красиво, некрасиво. Я же говорю, я не спорю. И вот в интернете есть, конечно, мастера, и куда получше. Есть куда мне еще стремиться. Ну, а мы будем стремиться к твоему уровню. Ох, да. Вот, я в работе стараюсь еще как есть в детстве игра такая, не игра, а вот как угадай 10 отличий, да? Угу. Вот, вот прозрачная, я ее вижу. Вот, прозрачная ручка, как и была. Постарался сделать. Малярный цех. О, торпеда. Вот чего-чего, это красить я не люблю, а приходится. Ну, тоже, кстати, все узнаваемо. Тот самый аутентичный спидометр. Прямоугольный. Спидометр, по-моему, из журнала так я оставил. Двигатель в процессе. Вот приходится ребра делать. Почему? Да. Потому что из бумаги это довольно все плоское. Ну, просто на бумаге там именно рисуется деталировка. В общем, ты придавал объем по возможности. Да. Почему? Потому что если бумагу покрасить, это будет плоское и будет некрасиво. Это будет условно. А вот чтобы
перед покраской приходится придавать объем. Все, досмотрели мы копейку. Вот у нас еще огромное количество моделей. Давай, маэстро, на выбор еще одну, твою самую-самую любимую. Самую-самую Моя самая любимая. Ну давай еще Mercedes Simplex. Так, Simplex. Потому что у нас беленький, старенький, беленький. 2 часа у нас. Во, выше. 2 часа пролетело на одном дыхании. Итак. Вот он. Это еще мой любимый. Здесь руль крутишь, колеса поворачиваются. Обалдеть. Тоже. Это тоже я в условиях конкурса, тогда я был в жюри, и поэтому я в конкурсе участвовал только в номинации приз зрительских симпатий, но так как я не успел до завершения конкурса, поэтому, так сказать, я не номинировался. Здесь я смотрю, в описании к фото еще указана ссылка на видео с работой рулевого механизма. Ребят, сейчас не буду на стриме демонстрировать. Обязательно зайдите к Андрею на страничку, постучитесь в друзья, я думаю, он не откажет. Подскажет, расскажет. Он очень хороший человек. Смотрите, что он вытворяет из бумаги. Как ты делал эти цепи, маэстро? Как? Да, кстати, здесь должна быть еще ссылка на вот эту же группу АКБ «Бумажное моделирование», где именно подробно все это описано, так сказать, изначально. Почему? Потому что вот, когда на то... Вот, кстати, здесь я шел к прототипу, и, точно так же вот то, что... предлагал журнал, мне не подходило, и те же самые фары мне пришлось делать в 3D графике. Модель месяца февраль 2016, это как раз группа моделизм, да? Да, это я участвовал в конкурсе. Тогда, так сказать, часто участвовали. Это 3D. Угу. 3D тут так сказать, не сможем. В очках нужно смотреть специальных. Здесь фотографий немного, вот, так сказать, как остаточный вариант. Вот, кстати, вот здесь вот то, что я говорил, этот брезент сделанный, вот краска покрыта просто лаком для ногтей прозрачным. И получилось сатиновое покрытие, вот кожа и все. Потрясающе. Напомню, что еще как бы ходовая тут работает. Руль поворачивает, колеса. Колеса, по-моему, крутятся даже. Я уже и не помню. Я ее давно в руках не держал. Некоторые модели просто страшно в руках держать. Так, все, закончился он. Так, давай еще одну какую-нибудь. Давай, давай ниже, давай еще ниже, еще один мой. Вот что, Rolls-Royce суперзвезда, которая. Вот он. Вот, да. Фантом. У него точно так же. Спецованные колеса. Причем еще там. Делался под заказ, в итоге ушел на подарок. Вот, бумага, масштаб 1 к 25. Колеса поворачиваются. Ну вот видно как раз масштаб 1 к 25, это я зачитал. Вот как раз видно, колеса сейчас смотрят в бок. Повернуты. А еще и капот открывается. Да. А двери? Двери нет. Дело в том, что в бумаге это сложно сделать, чтобы было масштабно, и они все равно, бумага, 2-3 раза откроешь, и они оторвутся. Поэтому я изначально делаю жестко. И, точно так же вот тонкость не всегда приходится. Здесь, давай так, спицы это мое, потому что изначально оно должно как бы колпаками закрываться, но я сделал спицы, не закрытые колпаком, чтобы показать некоторую историю. Это тоже уже года 5 назад или сколько, одна из них. Потрясающе. Вот уже даже глядя на интерьер моторного отсека, да, уже кстати, не понимаешь, бумага это или... Кстати, когда я вот ее делал, очень много перешерстил интернета, вот фотографий повытягивал. И эту модель я фактически делал в интернете есть, по-моему, 1 к 8 или что-то такое, вот там где делал. Я уже по тем делал фотографиям. Почему? Потому что оригинала, снаружи есть. Есть некоторые движки. Можно, допустим, там Rolls-Royce'овские движки вытянуть, вот, по ним там смотришь, что как.
очень, если хочешь сделать что-то более-менее подробно, то очень много приходится по интернету лазить. Очень много. Но это тоже крашеная модель, поэтому некоторые грехи там скрыты. Вот. Ну, Андрей просит поделиться в чате ссылочкой на твой профиль ВК. Я думаю, ты не будешь против. конечно, с удовольствием. Напишу. Вот, пожалуйста, ребят, ссылку в чат отправил на профиль Андрея ВКонтакте. С удовольствием, пожалуйста, заходите. Можете зайти посмотреть, профиль открытый. Да, там по альбомам, ну, есть, конечно, не мои модели. Ну, там, где мои, там я сразу пишу и описание, вот, ну, вот, к примеру, вот как на фотографии, да. Если не моя, ну, вот бывает, мне понравилась какая-то модель, я себе так оставил, там, чтобы далеко не рыться. А вот, в основном мои. На стене тоже в основном ну, свои модели я выставляю. Допустим, сделал какую-то, я выставил. Выставил. Тщательная проработка, вижу даже имитацию заклепок на бензобаке. Да, старался. Стараюсь. И тогда, ну, я же говорю, эта модель была под заказ сделана. То есть мне человек заказывал, говорит, хочу другу сделать подарок. Вот, пришлось так. Ох, а как делалась вот эта фигурка знаменитая Rolls-Royce аутентичная? Как его, счастье вот этого. Да. Это из дюрали, бормашинкой выпиливал. Обалдеть. Долго, где-то ну, несколько часиков, по-моему, даже старался под очками. Вот она сейчас Это, хорошо. Вот у меня традиция, это то, как я говорю, муха на капоте, это последняя деталь, которая была установлена на модель. Я стараюсь какой-то шильдик поставить, ну, последним уже на модель, то есть на завершение, ну, как на заводе уже все, машина выходит, с этого с конвейера шильдик прилепили, все, люди катайтесь. Точно так же и здесь. Это было последнее, что установлено на эту модель. Богиня экстаза, или как она там называется. Ну, это потрясающе, конечно. Оптика тоже реализована выше всяких. Да, кстати, с этой оптикой, она, ну, правду говоря, это точилось из пластика. Ну, эпоксидку. А открывающийся капот как реализован? Там обычная рояльная петля идет? Нет, ну, бумага, и, если я не ошибаюсь, из пивной банки делал. Ну, пивная банка, у меня просто не было меди, лучше из меди. Она более податливая. Вот. И из пивной банки я так наклеивал. Попетельно, туда-сюда, 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 чтобы они легли рядом. Потому что вырезать это как бы уже идет сложность. А так как оно не часто капот открывается, поэтому не сильно видно, как оно там будет изнутри. Что я могу сказать? Потрясающе. Друзья, это бумага. Ворсяное покрытие пола, я смотрю, очень интересно. Да, ковер. Это какая-то фланелька. Специально ходилось, вот к мебельщикам выбирали ткань, которая, ну, благо тот человек, который мне ее заказывал, у него был доступ туда, и поэтому мы пошли, специально подбирали ткань, которая, ну, могла бы подойти, то, что у них было, что могло бы подойти. А впереди это наждачка крашеная. Вот такое вот. Ну, потрясающе, маэстро. Здесь, конечно, руль немножко получился не сильно гладко покрашенный, ну, ободок руля, ну, это. Так как я тоже не бог, не святые горшки, поэтому я всегда признаю свои огрехи. Так, всегда завершили с Мерседесом. Андрей, наверное, вот еще пробегусь по вопросикам. Вот опять у нас Лига стендового моделирования задает вопрос. Наш очень самый, наверное, активный наш зритель на сегодня. Андрей, для спортсменов важно тренироваться каждый день, чтобы не потерять свой потенциал. Как вы считаете, теряется ли мастерство у моделиста, если он перестает строить, делать модели?
И есть ли Да. какая-то регулярность у моделистов, чтобы не потерять или не ослабить свои навыки, если это важно у моделизма? Да, да, да. Почему? Потому что даже, ну, вот, я по себе сужу, некоторые технологии просто-напросто забываются. И иногда приходится ту же самую технологию со временем, ну, так сказать, изобретать по новой. Вот даже вот, ну, мои друзья, которые, ну, вот, по форуму знакомые, то те, если, допустим, ну, долго нож в руки не берут, ну, у нас же нож основной материал, инструмент, то, ну, как говорят, начну с того-то, чтобы восстановить руку и зрение. Точно так же и здесь приходится даже то же самое вот, давление на бумагу. Ну да, коврик, он вроде бы и в Африке коврик, как говорится, а вот жалко его лишний раз резать. Поэтому то же самое давление на бумагу не додавишь, не дорезал, передавишь, тоже как бы плохо. Поэтому приходится вот таким, ну, потому что то же самое и скрутить бумагу. Материал нужно прочувствовать. И если ты его долго в руках не держишь, ты забываешь этот материал. Вот таким образом. Точно так же, вот как, ну, вот, кто по пластику вот красят, точно так же с красками, допустим, к аэрографу нужно, к любому аэрографу нужно приловчиться. Когда там нажать на него, когда давление, все это выставить. Точно так же и здесь. Тоже, ну, некоторые, конечно, идет каждый день вещи, ну, так говорить. А если большой перерыв, вот я сейчас с пластиком работаю, то в бумаге перерыв. Ну, конечно, вот берешь какую-то деталь сделать из бумаги, да, есть, чувствуется, что уже вроде бы не то. Ну, пару резов сделал, приноровился, пару завихрюшек, ну, как, пару поворотов, пару изгибов, пару завороток, ну, и уже восстанавливается. Итак, друзья, подытожим. Тут уже незаметно пролетели 2 часа разговора с мастером. Сегодня у нас в гостях был Высоченко Андрей Валентинович. Вот, благодарим его и от лица всех зрителей. Не за что. Сегодняшних и будущих благодарю. Спасибо, маэстро. Аплодируем вашим работам. Надеюсь, увидим еще целый ряд новых работ высочайшего качества. Не болейте, берегите себя. Спасибо большое за то, что сегодня нашли время к нам прийти, рассказать. Спасибо, Миша, что пригласил. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, Спасибо. Еще раз всем спасибо. Спасибо вам. Завершаем трансляцию. Всем пока. Да, счастливенько. Здоровья.